предыдущей серии. После ночи я пришел, забрал камеры, которые оказались на полу. Эта камера. Камера на кухне вообще лежала вот где. Прям здесь. Оттуда какие-то импульсы, очень сильные, голова просто раскалывается. После последнего моего визита в эту квартиру, когда я обнаружил подклад, я оставил камеры на ночь. После уничтожения подклада, спустя несколько дней я вернулся сюда и увидел этот ужас. Я смотрю по следам. Это вроде бы как вот так вот. Оно отрывалось. Как-то, наверное, напополам. Разрывало его. Такую паранормальную силу и жуткую картину я еще никогда не видел. Насколько нечисть должна быть сильной, чтобы разорвать ковер напополам, напасть на меня с сильным ударом по голове. После чего от телевизора испытывать сильные энергетические импульсы, из-за чего у меня очень сильно начала болеть голова. Эта нечисть пыталась проникнуть в мой мозг. Дальше он пытался меня пугать, постоянно закрывая двери, но у него ничего не получилось. Я уже здесь был не один раз, и я знал, что от него ожидать. Какой-то ужас, оно воняет просто. Сейчас мне интересно посмотреть, что под телевизором. Охренеть! И наконец-то, за долгое время, я нашел уже окончательно последний подклад, который, естественно, я забрал и уничтожил. После чего я оставил камеры на ночь, для того, чтобы наблюдать за квартирой. И после того, как я уничтожил этот безумно сильный подклад, сразу все прекратилось в этой квартире. Наблюдая за ней около 6 часов с последней работающей камерой на кухне, потому что камера в комнате упала и выключилась, я не наблюдал больше никакой активности. Но это все оказалось не настолько страшным, то, что ждало меня впереди. А перед началом данной серии благодарность всем хочу сказать, кто поддерживает мой канал, спонсорам, а также подписчикам. Ваша поддержка в это сложное время, где монетизации практически на ютубе нету, очень сильно помогает развиваться каналу. Сейчас.
Приехал сюда для того, чтобы проверить еще раз квартиру, нет ли этой сущности, получилось изгнать этого демона из квартиры. Я уничтожил страшный проклятый предмет. Когда я уничтожал этот предмет, были очень такие звуки странные при сожжении. Я раньше никогда таких звуков не слышал. Были разноцветные цвета и внутренности этого мешочка. Там я видел надписи. Очень много иголок внутри было. И ткань какая-то вроде я рассматривал, когда горела. Ну, как кожа такого цвета. Не знаю, что это такое было вообще. Как это объяснить, я вообще понятия не имею. Сегодня по плану я просто буду находиться в квартире несколько часов, как минимум часов 5 буду здесь. И желательно до 12 часов ночи. Хочу проверить на всякий случай, не будет в 12 ночи что-то происходить. Сейчас еще обойду квартиру. Хочу сейчас посмотреть еще на кухне, нет ли там ничего подозрительного. И буду наблюдать. Искатель призраков. Сейчас 21:48. Всегда в это время, когда я приходил, особенно последние мои визиты, здесь уже был просто ужас. Здесь было еще все грязно, все разбросано. Эти плинтусы, которые разорваны были на несколько частей, были здесь все раскиданы, уже убрали. Кто убрал, я не знаю, хозяйка не говорила. Но когда я позвонил, перед тем, как сюда приехать, она сказала, что здесь уже все убрано. У меня есть дубликат ключей, я к ней не заходил. Сколько помню, этот вентилятор подозрительно двигался не один раз. Хочу отодвинуть это кресло и его тоже проверить. Хорошо.
Ну, вроде чисто. Здесь вроде тоже чисто. Я помню, как это падало прям сюда на стол. И вот эти все пуговицы, нитки были раскиданы. Охренеть! Вы это видели? Прошло еще 1,5 часа. Я смотрел диван этот еще, посмотрел, отодвинул его, посмотрел, что там внутри, по бокам, посмотрел, что еще в этих шкафах, посмотрел еще раз под телевизором, за телевизором. Здесь посмотрел. Проверил еще раз кухню. Все вот эти ящики. Пока подозрительного ничего не увидел. Даже посмотрел, что за вытяжкой. Там просто ужас. Очень много грязи. Но ничего подозрительного там я не увидел. Рекомендую всем подписаться на канал Witch Hunter. Парень расследует паранормальные явления. Происходят необъяснимые вещи. Он жертвует собой для того, чтобы сделать для вас контент. Я рекомендую всем подписаться на этого парня. Ссылку оставлю в закрепленном комментарии, а также в описании. Сейчас 12 часов ночи, проявлений никаких нету. Я здесь уже больше 3 часов, и пока ничего такого я не увидел, не услышал. Это очень хорошо. Единственное, что хочу вспомнить, это моменты, из-за которых это все здесь начиналось. Я вспоминаю зеркало в коридоре. Я не знаю, почему он включается. Пусть камера здесь пишет. Что может быть? Твою мать! Твою мать! Я не понимаю.
Что здесь написано? Три девятки, глаз. Стороны какие-то стрелки. И после обнаружения этой пентаграммы я, конечно, был в диком ужасе и шоке, что такое могло быть в квартире вообще. Потом я уничтожил зеркало в ванне. Возьму отвертку и иду сейчас зеркало сниму. Пока работает свет. Но ничего не помогало после моих действий. Я помню, потом я начал уничтожать куклу. Вот эта кукла была подозрительная. Потом вторую куклу начал уничтожать. Буду быстро уходить. Забираю. Вот здесь. Вот здесь кукла-подушка. Сейчас включу колонку. Звук молитв я вырежу. И тоже ничего не помогло. Но на второй кукле, что самое интересное, моя молитва по обнаружению демона привязанности к предмету на второй кукле реально сработала. И когда она взлетела вверх, это было что-то
нечто ужасное и даже опасное. Я помню, он не один раз на меня нападал в этой квартире. Я не хочу здесь просто сейчас... Да что со светом происходит? Свет просто сам выключается. Вот я пытаюсь себя сейчас записать. Ну. От него я не ожидал такого проявления. Повторюсь. От него я не ожидал такого проявления. Повторюсь. Что за фигня? Что за фигня? Федя! Охренеть. Федя, я не знаю, чего ты пытаешься этим добиться. Что ты хочешь сделать. Но тебе это не... Но тебе это не поможет. Зачем ты пытаешься меня испугать? Ай, твою мать! Не тяни меня! Отпусти, тварь! Все, оставлю на всякий случай на запись на ночном режиме. Сейчас буду собираться. Сейчас аккумулятор почти выключится. Вот, вода. Большинство воды просто там разлилось. Какого хрена? Какого хрена? Какого хрена? Я же закрыл портал. Ай, ёб твою мать! И в прошлый раз, когда я здесь тоже был, он меня хорошо ударил по голове. Конечно, я не отрицаю того момента, что, возможно, он затаился просто для того, чтобы я ушел отсюда. Или его уже нету. Конечно, в этой квартире я нашел очень много подозрительных вещей. Начиная с этого дивана, уничтожил подушку, которая тоже взлетела. Сейчас я все подготовил к ритуалу. Сейчас я буду читать одну молитву. И если все получится, будет такой знак. Подушка должна будет взлететь, а свечи должны будут зажечься. И тогда я пойму, что с этой подушкой что-то не так. Вот видите? Что-то было с этой подушкой. Лично мое мнение, здесь, наверное, была проблема не только в подкладе под телевизором, потому что если бы я не уничтожал те предыдущие предметы, ничего бы не произошло. И, наверное, подклад под телевизором это был
самый последний в этой квартире. Потому что здесь уже ничего я не нашел. И на этом я в этой квартире прекращаю свою съемку, потому что здесь я избавился от этого зла. Я добился своего. И теперь я хочу просто отсюда уйти. Я буду следить за этой квартирой на всякий случай. Вдруг здесь что-то, не дай бог, опять объявится. Но я уже сомневаюсь. Потому что я сделал все, что только было в моих силах. И сделал я все правильно. Буду сейчас собираться. Камеру выключать не буду. Тоже на всякий случай. Но вдруг, может, я что-то упущу. И эта нечисть сюда не ушла. Кто его знает. Сейчас уже час ночи. В принципе, я здесь около 5 часов. Ничего подозрительного не заметил. Я уже собрался. И слава богу, я справился с этой нечистью. И буду отсюда уходить, потому что здесь я свои дела уже сделал. С вами был канал Искатель Призраков. Не понял. А там кто? Здравствуйте. Ну что, доигрался? Я вас не совсем понимаю. А чего вы с ножом? Зачем ты его изгнал? Так вы же сами просили. Он же подпитывался твоей энергией. Ну, сейчас ты у меня получишь. Так, не трогайте меня. Пиздец. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace myself, I grind on kneeling. Got lust for change, I just love the feeling. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason.